Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас печальная история с грустным концом. Речь пойдет о вот этой вот самке французского барана, окрас черный отр. От этой самки нам придется избавиться. Самка хорошая, самка любит погладиться, нежная, ласковая, так скажем. И у вас сразу возникнет вопрос, почему мы от нее хотим избавиться, если она такая хорошая, такая нежная, ласковая. Но при всей своей вот этой вот ласковости, при всех своих вот этих качеств, у нее есть вот такой огромный большой недостаток. Эта самка за 2 года принесла мне всего 1 окрол. Да-да, вы не ослышались, эта самка за 2 года окролилась всего 1 раз. Что я только с ней не делал, чтобы она мне принесла хотя бы еще 1 раз. Я ее сажал на диету. Я вообще не сторонник вот этих вот диет, когда убирают полностью корм, садят на воду и сено. Потому что я считаю, это огромный стресс для организма у кроликов. И поэтому я так не поступаю. Но мне не оставалось ничего делать, и я все-таки решил посадить ее на диету. И где-то за неделю она мне очень-очень сильно похудела. Она у меня стала около 4,5 килограмм. Больше килограмма она у меня сбросила. Я перепугался, что я могу довести ее до изнеможения, что она у меня просто с голоду умрет. Ну, я начал обратно ее кормить, также дозированно, постепенно. Вот. И во время того, как она сидела на диете, я ее периодически подсаживал, но результата я так и не добился. Она была в охоте, и без охоты я ее также сажал. Результат нулевой. Кролл ее покрывал, но он ее не оплодотворял. Да? Я уже потом грешным делом подумал, что дело в самце. Ну ладно, хорошо, в самце. Я поменял ей 3 самца. 3 разных абсолютно самца, результат был один. Самцы ее покрывают, но самка, к сожалению, не оплодотворяется. Вот. Я делал все, что возможно, и даже невозможно. Я начал смотреть различные статьи, почему так может быть. Вот. Где-то писалось, что нужно пересадить их там с места на место, и она войдет в охоту, и там стрессанет, и потом она забеременеет. Я тоже это самое сделал, пересадил ее, она была в охоте, но опять же она не забеременела. Уже дошло до того, что я впал в крайность, да, и я поехал в ветаптеку, взял препарат, который когда самец покрывает самку, и когда вы вкалываете этот препарат, там как бы вот этот эмбрион, он фиксируется там каким-то образом, в общем, чтобы он никуда там не уходил, что-то такое. Вот, все, я вколол, и что вы думаете? Результат нулевой. Ей вообще ничего не помогает. Вот, единственное, что я могу предположить, что она просто зажирела. Не визуально, да, не наружный такой жир, поверхностный, да, мы его назовем, а ожирение внутренних органов, и именно тех органов, которые отвечают за детородную функцию, да, самок. Хотя я кормлю дозированно, у меня нет такого, что я там, у них бункерные кормушки, я им полно насыпаю, они все сидят, нет. 150 грамм, ну 150-100-200, там когда как, я уже на глаз сыплю. И то всю неделю у меня взрослое поголовье сидит на овсе. И 2 раза в неделю я насыпаю им комбикорм там с плющенным ячменем. Поэтому я думаю, от такого маленького количества она вряд ли бы зажирела. Ну я просто, это вот я предполагаю, что внутренние органы просто-напросто зажирели. Но, как говорится, покажет вскрытие. И мы посмотрим, насколько я прав. Может быть, я не прав. И там что-то другое. Но какая-то же причина есть, почему она не оплодотворяется. Самцы рабочие, самцы оплодотворяют других самок. Но вот это вот нет. Я как бы не знаю, я весь вообще в раздумьях. Вот, но почему я предположил, что ожирели внутренние органы? Потому что это как вот нас, да, у людей. То есть я могу съесть полторта и не набрать килограммов. И какой-нибудь мой товарищ может съесть те же полторта и набрать 2 или 3 килограмма сверху, да. Это уже склонность, какой-то генетический, наверное, сбой, да, гормональный, вернее, сбой, скорее всего. Что даже от овса они просто набирают жир. Но вроде визуально это не видно, вроде кормишь по чуть-чуть.
а внутренние органы все равно покрываются жиром. Но в любом случае, как говорится, вскрытие покажет, вскроем и посмотрим, что там на самом деле у нашей самочки. Ну вот, друзья, и подходит наша история к концу. Вскрыл я самочку, убрал. Жалко, до невозможности жалко, самка хорошая, но у меня просто вот реально опустились руки. Я 2 года ее тянул, многие бы уже на моем месте давным-давно бы от такой самки избавились, но я не такой человек, я каждому кролику даю шанс. Даже если он и больной, хромой, косой, но я в любом случае буду всех вытягивать, а там пойдет ли этот кролик на племя или пойдет на мясо, это уже второй вопрос, но в любом случае я всем даю шанс. И вот этой самке я тоже давал 2 года, а первый раз она мне принесла в год, в 9 месяцев. То есть я ее крыл с 5 месяцев, как всех своих стандартных, и она покрылась у меня только в 9 месяцев. Возможно, да, она какая-то поздняя, хотя я ее тоже не закармливал с молодых годов, да, вернее годов, с молодых лет, когда она у меня появилась, а я ее также кормил дозированно. Вот, но она у меня покрылась только в 9 месяцев, принесла, вот, и все, и после этого она мне больше не приносила. Вот тянул я ее, дотянул до 2 лет. Ай, ну и в итоге результат я от нее не получил. И вот я говорю, реально, вот у меня уже руки опустились, ну что делать, придется убирать, убрал я ее. Ну и мое предположение оказалось верным. При вскрытии все внутренние органы ближе к тазу, да, к тем органам, которые должны отвечать за материнство, так скажем, самок, они были полностью покрыты жиром. То есть, ну, скорее всего, непроходимость, неоплодотворяемость за счет ожирения. Хотя визуально, да, у нее уже позвоночник пальцами вот так вот прощупывается, да, как клавиши на пианино. Ну, а верхний жир уходит, а внутренний жир, извините, уже никуда не деть. Печальная история. Ну, расстраиваться, конечно, мы не будем. Ничего не поделаешь. Видимо, это все индивидуально. Видимо, эта самочка с каким-нибудь гормональным сбоем вот произошло. И жарела даже, скорее всего, и от овса. Вот, ну все, как я сказал, я расстраиваться не буду. Мы двигаемся только вперед. На этом все, друзья. Пока-пока.